Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить открытые пироги с 3 разными начинками на любой вкус. Готовятся они совсем несложно, но при этом точно порадуют всех ароматом домашней выпечки. Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. 1 яйцо, 130 грамм кефира, 50 грамм сиропа топинамбура, 10 грамм кокосового масла, 4 грамма соды и 1 чайная ложка ванили и 270 грамм муки. Подойдет любая. Я для наглядности использую смесь кукурузной муки и муки из зеленой гречки, то есть безглютеновые виды муки. Тесто на глютеновых видах муки, таких как пшеничная, овсяная или полбяная, получится более податливым. С ним будет проще работать. Но я вам покажу хитрости, как легко справиться и с безглютеновым тестом. Это тесто легко перемешивается лопаткой или руками. Примерно вот такая консистенция должна получиться. Именно в безглютеновом варианте тесто получается рыхлое. Небольшую часть теста, около 100 грамм, откладываем отдельно в мешочек или пищевую пленку и отправляем в морозилку. Оставшееся тесто упаковываем в пленку и займемся начинкой. Для первой начинки нам понадобится 200 грамм кураги. Лучше брать вот такую темную натуральную курагу, она сама по себе достаточно сладкая. Заливаем ее кипятком, чтобы немного размягчить. И также понадобится 1 апельсин. Его мы используем по полной, возьмем его цедру и сок. Итак, натираем цедру, нам нужна только оранжевая часть. И выжимаем сок, можно отжать сразу в блендер. Как всегда через сито, чтобы избежать попадания косточек. Получается примерно 60-80 грамм сока. Сливаем воду с кураги и отправляем ее в блендер. Туда же кладем апельсиновую цедру и 9 грамм крахмала. Измельчаем все это с помощью блендера. У меня остались небольшие кусочки кураги. Думаю, это будет очень вкусно в пироге. Начинка готова. Я буду печь пирог вот в такой силиконовой форме. Можно использовать любую, подходящую по размеру. Этого количества теста хватит на форму 20-26 сантиметров. В большой форме пирог получится более низкий. Это тоже красиво. Слегка смазываем форму кокосовым маслом. А сейчас я покажу вам, как легко раскатать наше не очень податливое безглютеновое тесто. Для этого на широкую пищевую пленку выкладываем тесто и слегка расплющиваем его в лепешку. Сверху укрываем вторым слоем пищевой пленки и раскатываем с помощью скалки до нужного диаметра. Я прикладываю форму и видно, что уже достаточно ширины. Теперь снимаем верхний слой пищевой пленки и поднимаем наш пласт теста вместе с нижним слоем. Аккуратно укладываем тесто в форму и останется только подровнять края. И чтобы показать вам разницу, я сняла раскатку и выкладывание теста с глютеном. У меня оно на цельнозерновой пшеничной муке. Посмотрите, такое тесто более пластичное, менее рыхлое. Оно не рвется, ровнее раскатывается и очень легко перекладывается в форму. Можно выкладывать начинку. Распределяем ровным слоем. В этой начинке совсем нет подсластителей. Сладость нам дает курага. Теперь достаем из морозилки отложенный кусочек теста. Он за это время немного подмерз, но не застыл полностью. В таком виде его очень легко натереть с помощью терки. Покрываем пирог слоем тертого теста и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия, на 30 минут. За это время пирог красиво подрумянился. Слегка отделяем его от формы и вынимаем. Чтобы не повредить пирог, я сначала переверну его на тарелку, а потом снова переверну на доску. Вот такой аппетитный пирог получается. Давайте отрежем кусочек и посмотрим на начинку. Сочная и красивая, к тому же очень ароматная.
Вот такой получился наш первый пирог. И, как я и обещала, покажу для примера еще две начинки для такого пирога. Для следующей начинки понадобится 140 грамм мака и 2 банана. Вес бананов без шкурки у меня 240 грамм. Отправляем все это в блендер. Сюда же можно добавить ваниль, если вы хотите. И измельчаем. Вот такая масса у нас получается. Выкладываем ее в форму и распределяем. А вы знали, что мак содержит рекордное количество кальция, даже немного больше, чем кунжут? По разным данным, от 1200 до 1600 мг в 100 граммах мака. И это в 10 раз больше, чем в твороге. Мне кажется, это отличный повод включить маковое семя в свой рацион. Посыпаем крошкой из теста и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия, также на 30 минут. Вот такой маковый пирог получается. Очень простая, вкусная и полезная начинка. Для третьей начинки нам понадобится 2 яблока. Лучше берите сладкие и мягкие сорта, у меня сегодня зеленые. А можно вообще взять груши, тоже будет очень вкусно. Очищаем их от шкурки и мелко нарезаем или трем на терке. Натираем цедру лимона и отжимаем половину сока. Сюда же можете добавить немного меда или подсластителя и корицу. И перемешиваем. Выкладываем начинку на наш пирог и распределяем. Сверху посыпаем тертым тестом и немного корицы. Также выпекаем при 180 градусах Цельсия 30 минут. Вот такой яблочно-лимонный пирог у нас получился. На самом деле вкусных сочетаний намного больше. Надеюсь, вы уловили основную идею этого пирога. Фантазируйте с начинками, пробуйте новые сочетания и будьте здоровы! Спасибо за ваши лайки, спасибо, что пишете комментарии и делитесь, как вы приготовили мои вкусняшки. Пока-пока!